Ребята, привет! Итак, прошло практически 2 месяца, и хочу с вами поделиться вообще состоянием, что происходит с моими волосами после операции, и ответить на некоторые вопросы, которые поступают. Ну, как вы видите в Телеграме, обычно я сразу же о них рассказываю, если есть какие-то вопросы, но для тех, кого еще нет в Телеграме, переходите по ссылке, и там, как правило, вся самая оперативная информация и ответы на ваши вопросы. И опять-таки, если мне приходит какая-то новая идея, я обычно сначала об этом пишу и говорю в Телеграм-канале, и затем уже, когда накапливается материал, рассказываю об этом уже в роликах YouTube. Итак, сегодня речь пойдет о том, как у меня выглядит вообще голова по прошествии практически 2 месяцев. Ну вот смотрите, вот эта вот зона постепенно приходит в норму, хотя вот на фото и видео я заметил, что всегда оно выглядит намного, выделяются эти зоны, то есть в жизни они практически сравнялись и не видно, но на фото и видео, видите, все равно краснота присутствует. Это что касается, и это я не подстригал волосы, я вот сейчас как раз собрался стричь волосы, и перед тем, как постричь волосы, решил вам показать состояние головы. То есть вот, видите, состояние головы. Что же касается области, куда пересадили, то есть шоковая терапия, точнее шоковое падение волос все-таки произошло, и они выпали, как мне кажется, практически все. Вы скажете, ну вот я приближу, нет, не приближает, вот вы скажете, что-то все равно здесь видно, да, но это видны волосы, которые у меня были еще после первой пересадки. И как раз-таки вот это одновременно хочется ответить на вопрос, есть ли какая-то гарантия вообще приживаемости волос. По всем исследованиям, которые существуют, как правило, все эти волосы приживаются достаточно неплохо. Есть какие-то зоны на голове, где приживаемость хуже, но в целом, как бы, что касается вот этой зоны, здесь приживаемость до 90%, до 95% даже. То есть какая-то часть волос все-таки теряется, но в целом как бы неплохо. Где приживаются волосы хуже? Хуже приживаются волосы вот здесь и на шрамах. Вот у меня как раз-таки шрам после первой операции foot, скажем так, назовем ее. Мне тоже пересаживали сюда волосы. И вот здесь приживаемость хуже. Почему? Потому что шрам и достаточно далеко находится, что называется, плодородная почва, чтобы вообще волосы могли прорасти, если так можно выразиться. Но тем не менее. И вот случилось, значит, то есть вот эти волосы все выпали, вот видите, то есть в принципе было так, как вот на вопрос, даже некоторые спрашивают, как я выглядел, как выглядела моя голова до операции, вот так, как вы ее сейчас видите, так она раньше и выглядела. Вот, видите, то есть это седьмой уровень облысения, максимальный, то есть вот эта вся зона, то есть волосы начинаются мои только вот здесь, и вот здесь вот прям настоящая подкова. Вот. Соответственно, это 7-я зона, и точнее 7-й уровень облысения, и вот это все, что вы видите, все вот эти вот волосики, это еще после первой пересадки. Что я хочу сказать, что на самом деле пересаженные волосы, мне кажется, что они, ну, наверное, практически вечные, они очень крепкие, генетические волосы, и даже с этой зоной, что я только не делал, и в морозы, и в жару, и соль, и все что угодно, и вот видите, они все равно растут. Но их тут немного, потому что меня тогда первой пересадки обманули и пересадили, как мне сказали, гораздо меньшее количество, но тем не менее все, что они пересадили, видите, до сих пор растет. Даже когда я носил систему волос и мазал здесь все это клеем, то есть вот представляете, то есть в принципе не все, но вот эту вот часть, то есть была клей, на клею держится система волос или на таком двустороннем крепком скотче специальном, и все равно в этих частях волосы растут. То есть это говорит о том, что эти волосы, несмотря ни на что, очень крепкие. Ну, буду держать вас в курсе, как начнут прорастать волосы, которые мне пересадили сейчас, точнее вот 1,5 месяца назад. Ну, ориентировочно я ожидаю рост где-то, наверное, к 3-му месяцу, скорее всего. Это будет легкий рост. Более ощутимые ожидаю где-то к 5-6 месяцу. Ну и на все 100% где-то около года уже будет видно,
что у меня здесь будет. То есть, ну, вот такая вот ситуация. Еще раз покажу то, как выглядит. Я специально сейчас не брил, чтобы была видна разница такая более или менее ощутимая. И вот посмотрите, кстати, видите, эта зона стала более редкая. То, где мне пересадили. Сейчас я сменю камеру. И вот еще есть вопрос. Мне спрашивают, сегодня буквально мы разговаривали по поводу тех людей, у кого есть шрамы. Вот как у меня после старой методики Food называется. Вот видите, у меня остался шрам. Он был очень сильно виден. Это, собственно, была одна из причин, почему я решил сделать пересадку, чтобы вот этого шрама не было видно. И так как у меня взяли вот эту вот донорская часть, и отсюда взяли волосы, и вот это все стало как бы менее редко на волосы, и теперь уже шрам не так сильно заметен, но все равно заметен. Также мне говорят, что, мол, сделай просто пигментацию. У меня на самом деле вот эта пигментация уже здесь сделана. И видите, это все равно не закрывает, не решает проблему. И через какой-то промежуток времени еще есть огромный минус. Эта часть начинает синеть или зеленеть в зависимости от чернил. Причем даже неважно, говорят, что зависит от чернил, что есть очень хорошие чернила, которые не меняют цвет. Но я вам скажу, под ультрафиолетом, под агрессивными какими-то условиями внешней среды все меняет цвет. И вот эти точки, ну, мне делали не точками, мне делали такими маленькими полосочками. И даже под действием внешних факторов все равно, ну, сейчас это не очень видно, все равно шрам заметен. Можно опять-таки сделать пересадку на зону шрама, и мне ее сделали, как правило, это где-то 700-800 графтов достаточно, но вот, не знаю, посмотрим, приживутся они здесь или нет, тоже вас буду держать в курсе. Ну и после стрижки, вот я побрил голову, после побрития головы это все выглядит вот так, видите, то есть, в принципе, ровное колено. Ну, на сегодня, наверное, это пока все. Не забывайте про телеграм-канал, не забывайте подписываться, если вам нравится и то, что я делаю. Ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Не забывайте также о том, что я буду одно видео, иногда какие-то эксклюзивные видео публиковать только в телеграм-канале. И те, кто в телеграм-канале, будут видеть это видео. И через какой-то только промежуток времени, возможно, эти видео будут попадать в общий лист на ютубе. Итак, надеюсь, вам было полезно. И пускай колосится.